Всем привет, меня зовут Арина, и в этом видео я со своей подругой решила сходить на пленэр. Но если раньше мы брали бумагу, карандаши, ручки, то в этот раз планшет и стилус. Я никогда раньше не брала с собой планшет, чтобы сделать где-то зарисовки, и поэтому я подумала, а почему бы не попробовать что-то новое? И так мы и пошли на наш первый диджитал пленэр. Сначала я немного растерялась, потому что я не знала, с чего начать. Было очень много разных кистей, имитирующих традиционные материалы: карандаш, тушь, маркер, даже акварельную кисть. И как будто бы в тот момент, когда я открыла новый холст в Procreate, во мне снова проснулся перфекционист, которого давно не было, и мне снова и снова хотелось нажать «Отменить действие» и перерисовать какую-то линию заново, даже несмотря на то, что она была в целом-то не такой уж и плохой. И самое интересное то, что когда я рисую традиционными материалами, например, просто ручка без наброска, такого не происходит, потому что когда нет возможности отменить действие на бумаге, ты как будто бы больше фокусируешься на самой работе и лучше ее делаешь. И поэтому наброски, выполненные традиционными материалами, такие живые. И когда до меня это наконец дошло, я уже попыталась поменять свой подход в диджитал формате. Я нашла кисти, которые очень похожи на маркеры, которыми я рисую на бумаге. И снова графика, мои любимые оттенки серого. Но затем я попробовала сделать в цвете. И, если честно, я не знаю, что в данном случае лучше, потому что к серой гамме я привыкла, поэтому напишите в комментариях, какой из вариантов вам понравился больше. А здесь когда мы уже собирались уходить, решила зарисовать домик, и это получилось так быстро, и на самом деле меня это порадовало, потому что с предыдущей картинкой я возилась очень долго, но это снова история как раз-таки про ранее упомянутый перфекционизм. А сейчас я передам слово второму участнику этого диджитал пленэра, и она расскажет вам про этот экспириенс со своей стороны. Я в целом сильно не парилась и старалась имитировать, наверное, как бы я делала его в целом на обычной бумаге, в традиционной технике. Тут это немного по-другому ощущается, но это факт, что ты просто можешь вернуть обратно действие любое свое. Вот и в конце, когда мне стало скучно, я уже почти набросок полностью сделала, я поэкспериментировала как раз-таки с возможностями диджитала, ставила маску и попробовала поменять цвет, допустим, наброска целиком. И был интересный опыт в целом просто посидеть с планшетом на улице, смотреть, как на тебя оглядываются люди иногда. Я бы попробовала еще раз. Ну и какие-то большие возможности диджитала применить еще. На этом видео подходит к концу, а еще один ролик с нашим дуэтом на пленэре вы можете найти, тыкнув в верхний правый угол. Спасибо большое за просмотр и пока-пока!